Бывало ли у вас ощущение, что ваша жизнь какая-то бессмысленная, бесполезная, и вы просто в тупике? Не понимаете, что делать и как жить дальше, когда все безразлично, а внутри только боль и пустота? У меня, да, и не раз. И для таких эмоционально сложных жизненных периодов и переживаний у меня есть спасательный круг в виде одного фильма, который я включала из раза в раз, когда мне было особенно плохо, грустно, больно и одиноко. Буквально в первые минуты он затягивал меня, а потом, спустя некоторое время, переворачивал все внутри, позволяя мне вспомнить, что такое жизнь, и увидеть ценность даже тогда, когда все потеряло смысл. Он не раз давал мне шанс на внутреннюю перезагрузку, освобождение от накопившихся эмоций и на попытку начать заново. Режиссер этого фильма взял интервью у осужденного на пожизненное, жертв Хиросимы, обычных мужчин и женщин, фермеров, иммигрантов, бедных и богатых, представителей меньшинств, просто людей разных культур и слоев, живущих на одной планете. И при этом визуально это один из самых красивых фильмов, которые я когда-либо видела. При просмотре просто отдыхают глаза и просыпается сердце. И это действительно так. Если вдруг вы разочаровались в жизни и хотите хоть что-нибудь почувствовать, то этот фильм для вас. Сегодня речь пойдет про мой любимый фильм Яна Артюса Бертрана «Человек» или Human. Я расскажу, чем он особенный, как создавался, как режиссер рассуждает о человеческих ценностях и почему этот фильм особенно важно смотреть, когда очень трудно жить. А меня зовут Саша, и вы у меня на канале, где я улучшаю качество жизни через дисциплину, путешествия и вдохновляющие фильмы и книги. Для начала разберемся, что такое фильм Human. На момент создания фильма Ян Артюс Бертран — это фотограф с 40-летним опытом. Во время своих многочисленных путешествий и съемок он часто задавался простыми, но глубокими вопросами. Например, а этот фермер, который удобряет землю, переживает ли он о том же, о чем и я? Боится ли он смерти? Счастлив ли он? На момент создания фильма Яну было уже 70 лет. И он говорил, что простые вопросы стали для него самыми важными в жизни. Чтобы попытаться на них ответить, он создал фильм Human. Он собрал команду, которая разделяла его взгляды и ценности, и отправился в путешествие длиной в 3 года. За это время они побывали в 60 странах и записали более 2000 интервью. Каждому человеку задавали одни и те же вопросы о любви, о семье, о смерти и о смысле жизни. Интервьюеры давали героям фильма время подумать, не торопили с ответом и давали людям поделиться своей историей, даже если для них это было нелегко. Главная задача фильма была в том, чтобы получить очень искренние и очень личные ответы, чтобы раскрыть и показать индивидуальность и взгляды на мир каждого из героев. Создатели фильма хотели показать главное — жизнь в человеке, его чувства, эмоции и мысли. Как снимался фильм Human? Для каждого интервью команда на месте буквально создавала мини-студию. Они подвешивали черный фон через местные балки, собирали палатку, чтобы отсечь лишний свет, и в эту конструкцию помещали героя. Этот простой прием создавал идеальный портрет человека. Черный фон убирал все лишнее, делая акцент исключительно на лице, на мимике, взгляде и эмоциях. И что меня всегда особенно поражало, ведь неприлично долго рассматривать незнакомых людей, а здесь тебе словно разрешают это сделать. В целом это единственное, что от тебя требуется — рассматривать каждого героя этого фильма. Ты смотришь человеку в глаза, слышишь его голос, погружаешься в историю и на какое-то время растворяешься в отрезке из его жизни. Герои всегда смотрели прямо в камеру, потому что, как говорил режиссер, это диалог человека с человеком, а камера — это лишь средство. В начале интервью часто были моменты тишины, когда люди просто молча смотрели в объектив. Эти секунды пробирали до мурашек, как съемочную группу,
так и зрителей впоследствии. У интервьюеров был шаблон из 40 вопросов, но он служил скорее ориентиром. Каждый разговор подстраивался под конкретного человека. Если чувствовалось, что он готов говорить о любви, углублялись туда. Если о насилии или справедливости, шли в эту сторону. Интервьюер стремился не просто задать вопрос, а вывести разговор в вектор исповеди и самоанализа. Они разделяли момент с человеком, тоже делились своими какими-то мыслями и личными историями, не просто задавая вопросы, а ведя полноценный диалог, тем самым получая более глубокие и откровенные ответы. Иногда интервьюеры сами плакали во время разговоров, потому что некоторые истории были слишком тяжелыми. И благодаря такому подходу интервью получились сильными и наполненными. А так как герои говорили на родных языках, создатели фильма вместе с местными переводчиками переводили отснятые материалы сразу же в день съемок, чтобы в памяти был еще свеж эпизод самого съемочного процесса. И они могли наиболее дословно и корректно все перевести и сохранить исходную мысль героя. Структура фильма Human. В фильме есть 3 главных героя. Это человек, природа и музыка. Про человека я вам уже немножко рассказала. Второй главный герой фильма — планета Земля. Режиссер намеренно добавлял созерцательные кадры природы между портретами героев интервью, чтобы зритель мог остановиться, подумать и переварить услышанное. И я считаю, что одни только общие планы с высоты птичьего полета на Землю заслуживают внимания и восхищения. И если вдруг вы ищете вдохновение, включайте фильм Human и наслаждайтесь. Эти съемки велись с вертолета. Помимо оператора и режиссера в создании этих кадров участвовал и пилот, направляя вертолет туда, где открывался самый гармоничный ракурс. Это была невероятно сложная работа, но эти пейзажи одни из самых незабываемых, которые я когда-либо видела в кино. И иногда даже не верится, что это реальные места нашей планеты. В некоторых кадрах режиссер противопоставляет человека природе, небоскребам и планете в целом через визуальные приемы, приглашая зрителя порефлексировать и пофилософствовать. А в общих планах с людьми команда старалась передать культурный код, эмоции и события, которые нас объединяют. Среди моих любимых сцен это «Волна в Китае» и «Свадебная церемония в Корее». Это фильм про многогранность жизни человека, про классовость, про разные миры, про бесконечную любовь и боль, которые встречаются на одной планете. Третий главный герой — музыка. Ян хотел, чтобы музыка звучала в основном в кадрах природы, создавая паузы между интервью и давая возможность словам героя отозваться внутри зрителя. Он специально растягивал эти моменты созерцания так, чтобы сильные мысли успевали проживаться, а не пролетали мимо. Для фильма Human композитором был приглашен его давний друг Арман Амар, француз марокканского происхождения и один из самых искренних и чувственных композиторов нашего времени. Режиссер изначально хотел, чтобы музыка была написана еще до монтажа и служила некоторым ориентиром для фильма. Но Арман настоял на обратном, и он писал музыку уже после финального монтажа, чтобы почувствовать дыхание фильма. Арман собрал музыкантов и голоса со всего мира, от Сибири до арабских хоров и монгольских традиционных исполнителей, создавая музыкальный ландшафт, такой же разнообразный, как и наш мир. Для него музыка была не про странные культуры, а про эмоции, универсальный язык, понятный каждому. И именно музыка делает Human не просто увиденным, но и прожитым. Кстати, в описании я оставила ссылочку на видео, в котором собраны все композиции из этого фильма. Так что переходите, слушайте и наслаждайтесь.
Вдогонку хочу вам дать пару рекомендаций о том, как лучше всего смотреть этот фильм. Первое. Настроение. Если вы хотите посмотреть что-то легкое или поставить фильм на фон, с Human лучше так не делать. Он отлично подойдет в другой момент. Например, когда вы настроены на философию или какой-то глубинный разговор, или вы, например, в эмоциональном тупике, и вам нужно хоть что-то, что подарит вам надежду. Второе. Для просмотра нужна спокойная обстановка, хороший звук и тишина. Это позволит максимально погрузиться в фильм и историю каждого героя и насладиться им полностью. Третье. Выбрать подходящую версию фильма. Здесь немножко поподробнее. Есть несколько вариантов. Во-первых, Director's Cut, то есть режиссерская версия. Она длится 3 часа 11 минут. А во-вторых, есть две части, каждая из которых длится примерно по 1,5 часа. Если вдруг вы хотите узнать мое мнение, с чего начинать, я бы рекомендовала смотреть все-таки ту версию, которая разбита на 2 части. Она воспринимается попроще. А потом, если спустя время или годы вам захочется пересмотреть этот фильм, то тогда можно будет включить и режиссерскую версию. Опять-таки в описании у меня к этому видео вы сможете найти ссылки на каждую из версий, которые я озвучила, так что выбирайте ту, которая вам по нраву, и бегом смотреть. Четвертое. Важно понимать, что в фильме нет синхронного перевода. Каждый герой фильма говорит на своем родном языке, как я уже озвучивала это ранее. Это было сделано для того, чтобы сохранить эмоции, живость речи, голос человека, у которого берут интервью, и, соответственно, чтобы зритель понимал, о чем идет речь, сбоку от говорящего выведены титры на английском языке. Это в официальной версии. Но есть официальный перевод на русский язык в том числе. Поэтому перед просмотром вам нужно понять, на каком языке вы сегодня хотите читать субтитры, на английском или на русском. И отталкиваясь от своих знаний английского языка или русского языка, можете выбрать подходящую версию. Повторюсь в 3-й раз, все ссылки на все версии вы найдете у меня здесь в описании под этим видео, под этим роликом. Там же можно поставить, если что, лайк. Ну и главный пункт. Позвольте себе раствориться в этом фильме, выслушать каждого героя, полюбоваться потрясающими красотами нашей планеты и прожить этот опыт. Этот фильм разнообразен так же, как и наша планета, и именно поэтому он ощущается таким живым и настоящим. Здесь есть истории спасения из нацистских лагерей, побегов от расстрелов, истории людей, которые за 90 лет так и не испытали любви, и тех, кто ждал ее, несмотря ни на что. Про отношения между мужчинами и женщинами, про ревность, любовь, брак, многоженство. Есть и русскоговорящие герои, и те, кто говорит на языках, которые мы, вероятно, могли бы никогда и не услышать вживую. И все в этом фильме настоящее. И речь, и мимика, и жесты, и эмоции. Без графики и спецэффектов. Только люди, природа и музыка. Это фильм, снятый до эпохи искусственного интеллекта. И, возможно, такой, который никогда и никто больше не сможет повторить. Я искренне надеюсь, что этот фильм напомнит вам о многообразии жизни, ее красоте и сложности. И о том, что даже если сейчас плохо, то так будет не всегда. Он вдохновляет своей философией и любовью к человеку, природе и к каждому дню жизни на этой удивительной планете, которая сама как произведение искусства. Желаю каждому найти дело своей жизни, чтобы относиться к своей работе со всей любовью так, как это делали создатели фильма Human. Спасибо большое за ваш просмотр. Ссылки на разные версии фильма, бэкстейдж и музыку вы найдете у меня в описании к этому видео. И я очень буду рада вашим лайкам и комментариям и рекомендациям фильмов, которые спасают вас в трудную минуту. А мы увидимся с вами в следующих видео.